Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Расчистила я здесь себе немножко места на столе, чтобы хоть как-то снять видео. Выглядит это все вот так. Просто все сюда сдвинула и сделала себе кусочек. Я теперь понимаю, почему у многих маленькое такое пространство в кадре, чтобы снимать. Вот. Ну, наверное, многим, так же, как и мне, лень, либо, может быть, штатив не поднимается. Ну, в общем, ладно. Сегодня речь не об этом. Я просто решила подключиться, чтобы показать 4 готовых работы и немножко процессиков. Ну, начну, наверное, с процессиков. Хотя, наверное, здесь и так понятно. Ну, как понятно? Если кто-то смотрел предыдущий вязалог, то видели, что я начинала вязать папузяна, или как там его обзывают еще. В общем, чебурашку. И, в общем-то, я связала, и меня попросили еще 3 штучки связать. Но теперь уже в более толстом плюше, да. Прошлый я вязала из тонкого волоса, а это обычный волос на 100 грамм 120 метров. Выбрала я здесь 3 оттенка, дали мне право выбора, и я им воспользовалась. Я не смогла определиться, какой лучше цвет. Вот этот мне кажется, ну, слишком темный, этот какой-то, ну, в общем, не знаю какой. Это тоже какой-то не такой. Ну, вроде бы больше всего этот подходит, но вот эти мне тоже показали, что будут хорошие. У меня уже связано 3 мордочки. Ну и, в общем-то, мне кажется, каждый из этих цветов должен бы подойти. Ну, как бы этот посветлее будет. Ну, а этот точно подходит, но темненький. Вот, и здесь у меня еще есть по 2 лапочки каждого цвета. Ну, ручки, можно сказать. Так, вот такие вот процессы. И вдруг кому-то интересно по цветам, потому что иногда у меня спрашивают. Смотрите, ну, на мой взгляд, для чебурашки подходит 3 оттенка волоса. Так, вот, видите, такие. Мордочку я вяжу 18 цветом. Вот, что-то здесь неправильно было наклеено. Ну, в общем, это 18 цвет для мордочки. Так, и дальше вот 3 цвета. Самый темный это 40-й. А далее вот такой красивый цвет это 41-й. И такое между ними средний, да, я бы сказала. Я вот львам гриву вязала из него. Это 19-й цвет. На мишек он тоже хорошо походит. В общем, вот такие вот расцветочки. Так. Складываю все на коленке. Ну да ладно. Вот. И хочу показать теперь готовые работы. Хотя, может быть, наверное, надо было сначала готовые работы показать. Ну, в общем, как есть. Это вот такая вот банда. Вот. 4 мартышечки. На это мы не обращаем внимания. Вот. Обращаю внимание на это. В общем, вот такие вот малыши у меня связались. Им бы ушки поправить немножко. Ну, в общем. Ну, в ходе игры они все равно помнутся. Ну, а так они ровненько все пришиты. Точнее, они частично вязываются, частично пришиваются. Вязала я по мастер-классу Юлии с канала Вязаные истории. Мастер-класс очень подробный, понятный, попетельный. Мне очень все безумно понравилось. Я только вот носик вставила на ряд выше. Юля вставляет вот этот носик в колечко амигуруми вот сюда вот в серединку. А я просто, ну, на рядок выше поставила.
И, наверное, у меня глаза чуть поближе. Или, может быть, я их так сильно утянула. Но если учесть того, что Юля вяжет из обычного плюша, а этот у меня потоньше, то, наверное, ничего страшного, что так и вышло. Хвостик я не делала. Я знаю, что в каком-то мультике у Чебурашки есть хвостик, а в каком-то нету. Ну, в общем, у меня без хвостика. Фильм я еще не смотрела, поэтому не знаю в этом варианте, а есть хвостик или нету. В общем, вот такие вот прикольные малыши у меня получились. Вот. И теперь буду вязать из толстенькой пряжи. Кстати, я не сказала, из тонкого воланса получилась у меня игрушка 17 сантиметров. Ну, там плюс-минус, знаете, какой-то чуть побольше, чуть поменьше. Ну, в общем, в среднем 17 сантиметров. 16,5, в общем, так. Вот такие они интересные у меня получились. Не смотрите, что может быть какой-то кривоватый. Это все делаю в камере. Вживую он не такой. Ну, то есть у него симметричные глаза и все. А вот смотришь, какая-то улыбка не туда съехала. В общем, я не знаю, как это. Я вот часто смотрю какие-то видео. У кого-то прям все ровненько, у кого-то нет. Но я больше чем уверена, что вживую у всех игрушки максимально ровные, не такие, как показывают на видео. Вот. Из готовых игрушек это все. Есть у меня еще вот такая вот корзинка с полухлопком. Это я здесь вяжу 2 жирафика. Снова начинаю собирать этикеточки и вяжу полухлопковые здесь игрушки на заказ. Это иностранный мастер-класс. Его, кстати, уже можно где-то найти даже на просторах интернета. Раньше он был платный. Но, насколько я помню, это уже было, наверное, года 2 назад, автор перестала продавать этот мастер-класс, потому что, ну, его слили. Вот. Ну, в общем, кто давно на моем канале, тот видел таких жирафиков. Либо, может быть, видел серию малышей, где одинаковое тело и разные оформления. Вот, здесь у меня все связано. Нужно только довязать мордочку. И все. Ну, как все, еще собрать, конечно, надо. Вот. Кстати, из моточка целого вот у меня, наверное, чуть меньше половинки еще осталось. И моточек уже лежит здесь на лягушечек. В общем, тоже надо. Все надо. И я не знаю, как с этим бороться. Просто здесь у меня куча всего. Ну, в общем, как есть, так и снимаю. Здесь у меня пакет с холофайбером. Здесь у меня куча несобранных игрушек. Потому что, ну, вот такой мини-срочный заказик. Поэтому этот вяжу заказик. Может быть, это неправильно, конечно, но я не знаю, как все это совместить. Поэтому я в течение дня вяжу и этот заказ, и этот довязала, и здесь у меня заказ. И я всех 3 совмещаю, и это капец. Нужно как-то распределить это все и вязать, в общем-то, что ли, по очереди. Но у моих заказчиков длинные списки, и поэтому не получается так, чтобы связать сначала одному заказчику, потом другому. Вот. Но зато у меня всегда есть выбор. Хочу вяжу коричневую игрушку, хочу вяжу из полухлопка, хочу желтенькую вяжу. Ну, главное, в общем, всем в течение дня повязать. Либо это все застрянет. Вот такие вот у меня делишки. На этом буду заканчивать.
свое подключение. И когда я свяжу вот этих вот карапузиков, то я подключусь. Но, скорее всего, у меня не получится заснять всех вместе, потому что вот эти у меня уже уедут. Вот. Ну, ничего. Может быть, в другой раз получится показать сразу две игрушки. И из тонкого, и из толстого плюша. В общем, как-то так. Все, увидимся в следующем подключении. Всем привет! Сегодня у меня будет вечернее подключение, точнее ночное, но оно будет с рук, потому что у меня неестественное освещение, и если я поставлю штатив, то у меня будет, ну, в общем, вот такая вот тень, и ничего не будет видно, поэтому буду снимать сегодня с рук. Снимаю так поздно, потому что, ну, в общем, сейчас закончила заказ, и завтра хочу его с утра отправить. А для этого нужно его сейчас запаковать. Вот. Ну, в общем, поняли, да? И получится, что завтра у меня не будет времени снимать. Поэтому снимаю сейчас. Сначала хочу показать жирафиков. Там вот ротик есть. Наверное, многие знают, это мастер-класс Марии Штурниковой «Магнолии Тойс». Не знаю, говорила я в начале видео или нет. Все ссылочки на мастер-классы будут под видео в описании. Нажимайте на «Еще», либо там стрелочку вниз. И, в общем-то, всегда у меня под видео есть все ссылочки. Очень редко, когда я забуду какой-то там мастер-класс ставить, либо, не знаю. Ну, обычно всегда есть. Ну, если нету, то девочки пишут, и я, в принципе, сразу добавляю. У меня немножко такой хриплый голос, наверное, будет на видео, потому что я приболела, температура была, ну, уже как-то все нормально, ну, так, периодически кашель остался. Так, в общем, такие вот жирафики, пока не съехала с темы. Голова у них поворотная, вывязываются специальным образом, так что, ну, вот видите, как бы этот боком стоит, этот прямо, а голова повернута. Не могу одной рукой показать, как это все дело крутится, потому что, ну, плотненько так все стоит. Ну, я в каком-то из видео показывала. В общем, не знаю, что здесь рассказать. Вы видели только заготовки, но теперь и они готовы. На видео очень такие яркие, но на самом деле они немножко не такие. Так, далее у меня вот такая вот куча. Вот этого малыша я уже показывала. Специально оставила, чтобы можно было показать сравнением. И у меня связаны еще другие чебурашки. И вот смотрите, какой размерчик. Вот так сделаем. На фоне жирафа. Вот. Так. Я не замерила, но, в общем-то, этот 17, а этот я подпишу, сколько при монтаже. Ну, потому что неудобно сейчас метр доставать, камеру убирать. И, в общем-то, ну и, в общем-то, вот такие вот чебурашки у меня получились.
3 расцветочки, как я и показывала. Вот. Ну, кстати, дочке понравился вот этот светленький. Не знаю даже почему, но сказала, что этот сильно темный, этот какой-то рыжий. А вот этот ей больше всех понравился. Ну, в общем-то, как говорится, у всех вкусы разные. Так. Поставлю вот так. Это чебурашки, связанные, что и маленький, что и большой, по мастер-классу Юли с канала Вязаные истории. Ссылочку я также оставлю. Очень хороший мастер-класс. Ну и как видите, из тонкого плюша вот такой вот получается, а эти вот такие побольше. Так. И еще вот такая у меня корзинка. Здесь у меня тоже чебурашки. Это уже другой автор. Тоже бесплатный мастер-класс. Ну, в принципе, наверное, большинство мастер-классов бесплатные, так как игрушка авторская, но, тем не менее, как бы... Все мы знаем, что и на Алиэкспресс можно что-то купить, да, то, что есть с авторскими правами, да, но как-то переделывают, что-то добавляют, убавляют. И как будто бы это не то, что должно быть. Но образ все равно-то похож. Вот. Ну и так как нельзя как бы зарабатывать на этом всем, поэтому мастер-классы бесплатные. Не знаю, я, наверное, не видела еще платных на чебурашку. Ну, или, может быть, их как-то, ну, не так явно продают. Вот. Так, сейчас скажу, кто автор. В общем, вот такой вот мастер-класс. Автор Евгения Киселева. А вот такой у нее получается чебурашка. Но у меня он получился совсем не такой, потому что какой-то худенький получился. Так, ну, видите, да? И не знаю, я здесь не подшивала ушки. Ну, то есть, чтобы они вот так, да, торчали. Но зато можно будет играть в эту игрушку. В общем, вот так делать ку-ку. Да. Ну, в общем-то, я тут уже поигралась. Так, ссылку на мастер-класс оставлю. Здесь вот черненькие глазки, носик из фетра. Ну, я немножко по-другому сделала. А точнее, как попросили, так и сделала. Глазки у меня здесь глиттерные, но только они вот такие вот кругленькие. У этих чебурашек трапеция, они не выпуклые, такие плоские. А у этих просто утяжкой утянула, и как бы туда они ушли. Так, не знаю, что здесь сказать. Хвостик есть. Ну вот единственный такой как бы косяк, да, это то, что ушки, они ввязываются. Игрушка быстрая, цельновязанная. Ну, не совсем цельновязанная. Ушки вязываются, ручки, ножки вязываются, а вот голову к телу надо пришить. Вот, и получается такой милый чебурашка, у которого немножко ушки вот сюда заворачиваются. Но я думаю, это не проблема, главное, что он узнаваемый. Вот. У этих больших чебурашек я ушки здесь подшивала, как рекомендует Юля. И они вот так, ну, держат форму. Ну, как, сюда вот не заворачиваются. Ну, не знаю, у этих не стала делать. Думаю, так пойдет. Так, в общем, у меня тут таких 3. Но все равно хочется ушки поправить. Ну да ладно. И один светленький. Вот. Надо будет еще поправить. Все сделать. По цветам я уже говорила в предыдущих подключениях, да. Ну вот, наверное, все-таки вот такой темненький больше подходит. А еще мне эти чебурашки лежали как бы в пакете. И
Может быть, уши так сильно загнулись из-за пакета. Но опять же, я буду этих чебурашек отправлять. Ну и они также примнутся, пока доедут. Поэтому не вижу смысла что-то с ними делать. Не подшивать, ничего. Так, вот такая вот у меня здесь компания. Это не все игрушки, которые у меня собраны. Я, так сказать, взяла себя в руки и пособирала все, что можно. Так. Покажу, наверное, новиночку. Смотрите, какая красота. Кто смотрел предыдущий вязовлог, предыдущее видео, то, наверное, видели, как я немножко жаловалась, что у меня какие-то заготовки получились на мишек странные и не какие-то некрасивые. Но в итоге, смотрите, я дооформила игрушку, и она очень даже миленькая получилась. Хорошенькая такая вот. Вышила я здесь все. Носик, конечно, много стежочков здесь вышивала. Но, ну, не так, как у зайчика, да, там маленький носик, такой большой вышивала. У этого вот такой серенький. Заплаточки. В общем, все по мастер-классу. И вот такая компания получилась. Вот. Как-то так. Дочке очень они понравились. Хотя я вот честно говорю, я когда еще не вышила нос, ничего не оформила, мне прям очень казалось, что у меня не получится этот мишка. Я даже сначала одного как бы оформила, а потом уже довязывала остальных. Потому что мне показалось, что ну, не получится. Я думаю, лучше я довяжу тогда уже ушки зайчика, и пусть они будут зайчиками. Но нет, все мне получилось. Вот, кстати, у этого глазки я поставила на ряд выше. Ну и все-таки зря. Вот, мне нравится как в мастер-классе. Но здесь я выше ставила, потому что мне казалось, что что-то у меня не так получается, не такой взгляд, или как не в том месте, или, может быть, не тот размер глазок. Но это у меня десяточка, все отлично получилось. В общем-то, такая компания. Так. Но я сегодня покажу только те игрушки, которые у меня завтра уедут. Остальное я потом уже буду показывать при хорошем освещении. Ну, не так, что в руках телефон держишь и неудобно. Так, в общем, еще у меня вот такие авокотики. Я как-то уже таких вязала и... так. Ну, там глазки использовала, кругленькие, здесь трапеция. В общем, какие были у меня в наличии. Так, что-то хотела сказать и забыла. В общем-то, это как бы мастер-класс котик-любимчик, но основу я вяжу по другому мастер-классу. Я вам под видео оставлю 2 ссылки. Оба мастер-класса платные, но я их совместила. Ушки, хвостик и сердечко — это от кота-любимчика. А вот эта основа полностью, она цельновязанная с другого мастер-класса. Мне цельновязанные игрушки больше нравятся, и поэтому, в общем-то, я их совместила. Потому что у кота-любимчика вот эта вот часть, ну, как и передняя и задняя, она вяжется отрывными рядами, или как сказать. Ну, в общем, ряд провязали, оторвали нитку, еще ряд вяжем, и, в общем, мне так не нравится. Я не говорю, что плохой это мастер-класс, просто я ленивая, вот, не люблю так вязать. Далее, вот такой вот котик. Я думаю, к 14 февраля такие актуально будут котики. Или авокадики. Розовенький. Шушу, пакетом достаю. Вот такой вот розовенький еще, бледненький. Ну, не совсем бледненький, у него только серединка бледная, а так он довольно-таки красивый. Так. И стандартный, красивенький, мне прям очень нравится. Это цвет хаки и
фисташка, по-моему, или как его там называют. Да, по-моему, фисташковый. И здесь вот такие вот глазки. Мне показалось, что ему очень не идут. У всех носики розовенькие, а вот этого коричневый. Я бы еще вывязала сердечко коричневое, но уже не стала согласовывать это с заказчиком. Поэтому, в общем, вязала так, как у меня было на картинке у предыдущей фотографии. На картинке у фотографии. Ну, в общем, как у меня было на предыдущей фотографии, так я и связала. Ну, единственное, что вот глазки другие. Но глазки это не принципиально. Здесь у меня розовые, сиреневые, а у этого голубые. И там тоже голубые. Ну, в общем-то, как-то так. Сюда зеленый не стала ставить, потому что, ну, перебор было бы. Так, вот. Теперь у меня стол покрасивее выглядит, чем просто моточки и несобранные игрушечки. Довольно-таки много я сделала. Еще довольно-таки много мне нужно сделать, но это уже будет завтра. На сегодня это все. Буду сейчас это все дело упаковывать, чтобы завтра муж отвез на почту. Да, вот так вот. Поэтому я, наверное, на этом закончу видео, чтобы оно и вышло пораньше, и было не такое уж длинное. Возможно, если будет видео немножко короче, то они будут выходить чуть чаще. Вот. Ну и думаю, так как в этом видео есть готовые работы, то, в принципе, его можно закончить. Да, вот такой вот у меня получился короткий вязовлог, но довольно-таки продуктивный. Я, кстати, еще заметила, что в январе у всех был месяц какой-то невязальный, непродуктивный. Многие вязальщицы отдыхали, либо, так сказать, им не хотелось вязать, там что-то еще такое. Вот. Я сначала расстраивалась, думала, что у меня у одной такой месяц какой-то дурацкий был. Но нет, оказывается, это у всех так было. Возможно, я еще что-то хотела сказать, но уже не помню. Поэтому, если что-то я забыла, то я уже расскажу об этом в следующем видео. А на сегодня это все. Спасибо огромное вам за просмотр и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.